описании вы всегда можете найти мою ссылку для доната у официального партнера игры магазина BuffBuff. И здесь действительно самые низкие цены. Это не реклама, это просто факт. Задонатив через мою ссылку, вы поддерживаете канал. Я вам за это премного благодарен. И всем снова здравствуйте. Глобальный сервер и уже не мой аккаунт. Все еще 13 июля. И товарищ Вячеслав снова позволил мне нахулиганить на его аккаунте. Также он доверил мне выбор школ, которые мы будем в конструкторе ставить. Я посмотрел, что есть. Приоритет, как всегда, да, на неустрашимых там Маштура, чтобы попробовать еще выбить. Но здесь есть но. Во-первых, пробуждений еще мало, да, то есть до плюс 5 далеко, а плюс 3, плюс 4 особого прироста не дают. При этом аура здесь вот в таком состоянии, ну и ее в любом случае придется ставить, чтобы лучнице взять пробуждение. Но я вот обратил внимание на разъедание. Я хотел бы, конечно, поставить все-таки его. Но тогда мы теряем шанс получить Маштура. Я не знаю, что лучше. По идее, от плюс 2 у Рука урон уже заметно вырастет. При этом без Маштура здесь вкладываться в пробуждение, ну, это довольно-таки невыгодное дело. Только если с дальним расчетом. Но так как у нас будет в конце сезона сборный баннер, там уже никаких эксклюзивных героев поддержки мы не пытаемся выбить, и там уже можно будет поставить того же самого Рука. Это будет, я думаю, что хороший выбор, тем более, что Сецидис уже в наличии. Ну и, соответственно, Рейта есть, Тамагок есть, то есть здесь команда разъедания, думаю, что начнет помогать с уроном на боссах заметно лучше. Ну а Маштура на аккаунте нету, поэтому да, вкладываться пока что в неустрашимых, конечно, не очень хорошо. Но обязательно надо пробовать его получить с этого конструктора. Ну, к сожалению, как я уже говорил, других шансов нам просто разработчики пока что не дают. Были у нас донатные сундуки, но кому-то, многим точнее, с 25 сундуков ничего не упало. Так что давайте все-таки выбираем Маштура и ауру. Подтверждаем выбор. Ух, я надеюсь, что здесь получится лучший результат, чем на моем аккаунте. На моем аккаунте, если вы уже видели, ой, эти баннеры-конструкторы, они всегда меня таким образом, я не знаю, наказывают за что-то. Может быть, за излишнюю дерзость. И мы снова почитаем биографию, да, потому что эксклюзивных героев много, тем более будут добавлять еще, и надо читать, надо просвещаться. И читать мы будем ее. Хлесткий клинок Гуинавивр. Ну, вообще, раньше в Китае, когда мы переводили в переводчики, ее называли Живиньев. И мне кажется, что гораздо лучше подходит имя именно Живиньев. Но теперь это у нас просто Гуня. Давайте тоже бросим монетку на удачу. Здесь стандартный баннер. В бездонный наш колодец. И погнали. Ну и, соответственно, читаем сразу, да? На Звездном острове, в самой его вершине, в которой были прикованы все взгляды, уже 1000 лет возвышалась неприступная башня. Бесчисленные искатели приключений приходили и уходили, но так и не могли найти способ попасть внутрь. Но даже тем, кто проходил сквозь лазерные турели и лабиринты с ловушками, предстояло последнее, самое опасное испытание – балетное представление. Каждый, кто слышал эту историю, задавался одним и тем же вопросом. Какая опасность может быть в балете? Постойте, почему там вообще балет? Нормальное начало. Всякий раз, вспоминая сцену случившегося, искатели приключений вновь ощущали, как бешено колотилось их сердце. То было жуткое зрелище, от которого останавливалось дыхание, и одновременно странно манящее. Ух, ничего себе, неплохое начало. Да, у нас Иманлейда нигде не играет, ну, для артефакта пойдет. По-моему, у него артефакта не было. В шахматах, наверное, играть станет лучше. Наше сердце, конечно, колотиться не будет от такого зрелища, как у искателя приключений, но все равно. Очень-очень неплохо. Первая легендарка и сразу эксклюзивка. И поехали дальше. Обнаружен гость. Протокол приема скоро начнется. Когда голос умолк, бархатный занавес медленно раскрылся. Слуги-конструкторы выходили один за другим. За ним следовал управляющий, а последними появились танцоры в роскошных нарядах. Когда все заняли свои места, настала очередь выйти главной звезде вечера. Под мелодичные звуки музыки балерина медленно взошла на сцену. Изящная, она снова и снова вращалась с идеальной грацией. Все ее тело излучало сапфировое сияние, настолько ослепительное, что нельзя было не прищуриться. Наконец, она достигла центра сцены и поклонилась. «Достопочтенный гость, я Гуинавивра, представляю вам свой последний танец». А здесь у нас свой не последний, далеко, я думаю, не последний танец представляет нам Таривул. Все произошло слишком внезапно.
Как бы выжившие не пытались вспомнить, они не могли понять, как случилась эта трагедия. Музыка не смолкала, танцы продолжались, казалось, пир конструктов идет своим чередом. А здесь у нас своим чередом идет пир любителя бананов. Причем настолько любит, что вырастил себе энергетические руки, чтобы брать их сразу больше, сразу 9 штук. Ладно, поехали дальше. Но посреди зала искатели приключений падали замертво, один за другим. Кровь, описав в воздухе изящную дугу, бесшумно разлетелась алыми брызгами. Лишь когда в нос ударил запах крови, искатели приключений поняли, что опасность уже подошла слишком близко. Балерина, не касаясь пола, в полной тишине вращалась с невероятной скоростью, сохраняя идеальную осанку. Везде, где она проносилась, ее зрители безмолвно падали на землю с застывшими на лицах восторженными улыбками. В конце истории везунчик, стоявший дальше всех от сцены, единственный, кто своевременно среагировал. Хотя, по его собственным словам, это было скорее инстинктивной реакцией, опередившей мысль. Ну а мы здесь среагировать не успели, и к нам в руки попала Данелла. Итак, собрав все силы, он на одном дыхании прочел заклинание телепортации. Когда воспоминания отхлынули, выживший смог подвести итог. Самым страшным в его памяти оказались не тела павших друзей, а то ослепительное сапфировое сияние. Вот такая вот наша Гуиневер. Так, а что у нас здесь по круткам? Я здесь увлекся. 260, да? Ну окей, погнали дальше. Осталось совсем чуть-чуть. И раз. И два. И три. И... Блин, история повторяется, правда, у меня было не 40 призывов. О, ну здесь хотя бы докручивать не придется. Сколько там? Одна. И это у нас Велиус. Ну, кстати, считается редким легендарным героем, хотя и не играет вообще нигде уже. Ни в основных, ни в запасных составах. На новичковом аккаунте, да, что-то может. Ну, а здесь, сами понимаете. Здесь уже далеко. Не новичковый аккаунт Вячеслава. Эх, жаль, конечно, что не упало ничего. Из более нужного, да, особенно с пробуждениями, я имею в виду, конечно же, Лину там, Настенку хотя бы уже. Ой, Гуиневер, Кульвида, а еще лучше Таресия, а еще лучше вот этот вот чувак. Белый брат черного брата. Ну, а здесь у нас выбор такой, да, что выбора-то особо и нет. Надо забирать ее. Тут без вариантов. Нашу дракониху. В следующий раз, я думаю, что почитаем ее биографию. Не читайте без меня. Что ж, на этом давайте закончим. Не совсем все плохо, хотя, знаете, осадочек такой остался. Вроде бы и упало, а вроде бы ничего такого. Но я сделал все, что смог. На этом все. Всем спасибо. Всем удачи и всем пока.